Вітаю вас у своєму саду. Я Світлана, і сьогодні ходімо зі мною на прогулянку. Пойдем посмотрим, что у меня в этом июле произошло в саду, что сгорело, что внезапно расцвело и какие растения я буду убирать из сада в следующем сезоне. Решила. Еще отвечу на пару ваших вопросов. Идемте. Фантом какой огромный. Вначале покажу вам, какие растения более-менее безболезненно перенесли 42-градусную жару. Это гортензии. Я их отливала, конечно, и все свободное время, которое нам позволяло свет и вода, поливала гортензии, розы, которые на розовом кругу, ну и все гёте, розочка. И газон. Тут потерь у нас нету. Немножко у меня пострадали древовидные гортензии, хотя капельный полив проложен там, но им надо много воды. Пришлось жертвовать древовидными гортензиями ради метельчатых. Вот так они странно у меня сейчас выглядят, да? Знаете почему? Я их посвязывала вот такими букетами. Почему я так сделала? Потому что они у меня навалились на все мои растения. Вот тут в ногах у них посажены глобозы, которые в перспективе будут бордюром. Они упали сюда аж за бортик. Завалили мои гортензии, которые я из черенков вырастила. Все завалили. Вот такие уже более-менее большие кустики. И мои магнолии, вот эта магнолия рустика рубра, она вообще наклонилась. Почему я среагировала на то, чтобы их подвязывать, проходила по вот этой дорожке, смотрю, моя рустика рубра наклонилась сильно и висит прямо на дорожку. И тогда я поняла, вот эти вот гортензии ее просто заполонили. Хочу рассказать вам способ, как раз вчера увидела, как древовидную гортензию держать, ну, чтобы она ровненько стояла. Мия, ты мне помогаешь и мешаешь, чуть не споткнулась от тебя. Так вот, девушка показывала, что она взяла сетку с большой ячейкой, металлическую, чтобы крепкая была, но чтобы она гнулась. Поставила ее вот так вот дугой, вот так дугой поставила над гортензиями. И гортензии прорастают через клеточки этой сетки и держатся. Только саму сетку надо зафиксировать шпильками в земле. И она не будет больше вот этой дуги расти. Не знаю, может быть, я в следующем году такой способ попробую. Так, что у нас тут еще? Тут у нас еще пенисетум. Так, штатив мешает. Пенисетум уже метелочки свои выпустил. Очень пушистенький, красивенький. И ему, как мы видим, злаком жара такая нипочем. Но, к сожалению, за периметром, что же у меня в саду засохло. Засохли гортензии, которые росли за периметром. Тоже древовидные. Тут я тоже их посвязывала. Вот я вам показываю, как печально они выглядят. Соцветия надо обрезать и все. Хотя на листве ничего не сказалось, да? Листва хорошая, зелененькая, вот как нам
определить, что не хватает растениям влаги. Сохнут соцветия. Ну, ничего, подстригем. На следующий год я тут планирую положить капельную трубку. А вот хочу вам показать, как уже выглядят соцветия у всех гортензий, когда они перецветают, отцветают, они зеленеют. Они не засыхать должны, а зеленеть. Вот тоже большущее какое соцветие. Ого, вот такое. И тоже они зеленые. Я их и тут посвязывала, потому что и скальные можжевельники мои внизу такие закрытые были, узкие, и совершенно их не видно. На следующий год планирую даже несколько кустов отсюда убирать. Или совсем убирать. Сильно уж она тут разрослась. Я не ожидала. Может быть, посажу сюда метельчатый. У меня много нарастает моих малышей, которые хотят тоже отвоевать место в саду. Рододендроном все отлично. И даже вот этот, что притеняется, закладывает цветочные почки. Так, ну а сейчас хочу рассказать, что же в моем саду меня удивило. Ну, а удивила меня, как ни странно, магнолия. У меня зацвела магнолия Альба Суперба, Суланжа. И внезапно зацвела вот эта новая магнолия. Во-первых, вы посмотрите, какие у нее приросты новые. При заморозках в мае я ее обрезала. Обмерзли побеги. И она была вот такусенькая, короткая. И что случилось? Случилось так, что она зацвела постепенно по одному, по два цветочка. Вот такие с той стороны розовые, с этой стороны, с внутренней белые. Сейчас я вам ближе покажу. Отличительный признак этой магнолии, какой по цветам, как ее определить. Это магнолия Heaven's Scent. И еще хочу сказать, что у нее цветы, ну сейчас уже он отцветает, не пахнет, когда только расцвел, он пахнет каким-то таким интересным парфюмом. Не навязчиво, но такой оригинальный такой запах парфюма. Отличительный, то есть таким парфюмом всегда оборачиваешься, когда кто-то проходит, что это так пахнет, так вот у этой магнолии. Почему-то у Альба Суперба не такой запах, более сладкий. Я представляю, когда будет все дерево. Вот тут еще вот новый цветочек. Уже где-то с десяток цветков был. Мия, что ты там ловишь? С десяток цветочков уже был на этой магнолии. Значит, рустика рубра вряд ли у меня уже зацветет, потому что завалена была. Боюсь загадывать, но вроде бы есть цветок на магнолии Феликс Жюли. Маленький, правда. Но вообще магнолия, не все магнолии цветут второй раз, но она у меня начала закладывать бутоны в самую жару. Представьте, я как увидела, думаю, ну что ты себе думаешь? Дерево так жарко, так проблемно, а ты решила цвести. Ну, у природы другие планы на все катаклизмы и события. Рассказываю, как отличить магнолию Heaven's Scent. Смотрите, когда она расцветает, у нее по лепесткам вначале идет, ну, лепесток с этой стороны розовый, вообще темно-розовый. Видите, полоса идет темная. А потом она так растворяется, и становится он более-менее однородно-розовый. Вот такой фуксиевый, даже я бы сказала, оттенок у этой магнолии. Лист большой, дерево будет метров 5.
Но надо у этой магнолии, конечно же, убирать будет постепенно нижние ветви, то есть формировать ее больше деревом, а не кустом. И магнолию Альба Суперба тоже, она, покажу вам, тоже цветет. Реденько так, ну даже и вот маленькие цветочки. В прошлом году она у меня тоже цвела. Ну, для магнолии это не есть хорошо. Цветение, ну вообще они даже если и цветут, то в августе, не в середине июля. Уже примерно 2 недели. И Heaven's Scent цветет, и Альба Суперба. Вот такие у меня неожиданности. Ну и обещала немножко поотвечать на ваши вопросы. Один из вопросов был: покажите, какие опоры вы ставите, как вы подвязываете, и когда гортензии. В прошлом году я делала видео, несколько видов опор, какие я использовала. В этом году я пошла более простым путем. Вот такие небольшие кусты, ну по пояс, я считаю, это небольшой куст. Я просто связала, между собой связала по кругу ветви, и все. Гортензии, которые с такими мотыльковыми соцветиями и небольшого роста, я вообще никак не связываю. Большие кусты, которые больше 1,20 м, 1,40 м, вот полярный медведь, ванила тут у меня подрастают, нарастают. Я их ставила арматуру или трубу и тоже по кругу завязывала, и все. Еще более крупные кусты, допустим, как вон тот Lime Light, сейчас я к нему подойду, я там поставила дуги по периметру. Ну и вот я тут покажу вам. Это Vanilla Fraise, молодой кустик. Видите, дуги стоят. Мне это проще и быстрее. Вот так выставить дугами. У нас такие дожди были сильнейшие. Или связываю, опять же, все штамбовые формы у меня, ну или комбинированная, то есть кустовая обрезка, вот на Silver Dollar показываю. То есть тут сам куст никак не связан, а центральная ветвь стоит на вот такой трубе и кольцо. И вот это Vanilla Fraise, которая возле пирамидалиса. Роза мне мешает. Вот это. Там тоже стоит опора, труба. И она ее держит. Вот эта Vanilla Fraise, она связана. Но я ей не поставила ни арматурину, ни трубу, ни композитной арматурины. Сильно много веток, и мне кажется, они друг друга будут держать. Вот эти два куста, и с этой, и с той стороны. А сейчас идемте, покажу вам, что же я в саду решила убрать. Окончательно и бесповоротно в следующем году, в следующем сезоне сажать не буду. Сейчас скажу вам, раскрою интригу, какое же растение я хочу убрать из сада в следующем году совсем. Что-то они меня разочаровали в этом году. То ли из-за погоды такой жаркой, то ли из-за неудачно выбранных сортов. Один, правда, очень понравился, а остальные сплошное разочарование. Буду убирать петунию в следующем году. Сажать их не буду ни в кашпо, ни вот так бордюром. Это довольно красивая махровая петуния, которую я почти не поливаю. Что-то, ну, и немного пожертвовала ради других растений. И вообще думаю ее убрать на этой неделе. Поставлю бордюр.
землю тут хорошую, новую сделаю. И высажу какие-то другие растения. Думаю, или хвойные бордюра, или тюльпаны тут будут. У меня, в общем, думаю, что тут будет, но петуний не будет. И на вот этой клумбе тоже думаю от петуний отказаться. Алисум самосевом у меня тут растет как хочет. Ну, вырос, да и вырос. И плавно переходим к вопросу. У нас еще есть кошка Симошка. Сима, это не вопрос, это я кошку свою показываю. Симоша, покажись в камеру, а то Джек Рассела всегда бегает, а тебя и не показываю. Сима, красивая такая веслоухая кошка. Сима. Вопрос был такой. Что же у вас растет в кашпо, которые вы плели зимой? Да, в этих кашпо стояли вначале петунии у меня, а потом, когда с поливом стало туго, в кашпо они и под дождь попали, стали неприглядные. Я их убрала, вон они там стоят, между рододендронов стоят. Я переставила в эти кашпо свои крупнолистные гортензии. Разные сорта, сделаю видеообзор вам. Одни цветут, вот так красиво уже, другие не цветут. У нас тенек тут, сейчас 11 часов, с 12 где-то тут тень у нас уже. Сейчас у нас, кстати, совсем не холодно, плюс 20 градусов. И с этой стороны. Все ждала обзор, вам хотела сделать, когда все расцветут. Но с такой погодой смотрю, что некоторые уже и отцветают. Поэтому надо просто показывать, какие есть. А то так опоздаю. Вот эта вот голубенькая, кто помнит, я ее показывала, как цвет поменяла, уже стала зеленеть. Это стареют соцветия. Покажу вам, как их надо обрезать, чтобы в дальнейшем кустик нарастал. Вот что у меня стоит в кашпо сейчас. Вот так выглядит сад. Траву косила, не докосила. А вот петуния самосевом. Смотрите, прямо среди дорожки. Вон там возле бордюра. Никто ее тут не поливает и растет отлично. Видите, не надо ей и полив. Вот такая небольшая у нас сегодня прогулка получилась. Вадим Петрович мне надробил веток. Надо где-то замульчировать. Так выглядит сад сейчас. Кайфол, кстати, тоже зеленеет. Смотрите, соцветия зеленые становятся. Хорошая гортензия, гиацинтовые у нее такие цветы. Рослая. Ну, вообще куст не рослый, но у меня на штамбе она, наверное, из-за этого. Переставила ей опору. Помните, рассказывала вам, вбили палку. Будем из трубы осенью делать, когда я соцветие срежу. И кембриком подвязана в двух местах она. Тут и тут. В следующем видео расскажу, наверное, про крупнолистные гортензии свои. Не буду ждать, когда все расцветут или все отцветут уже. Покажу, какие есть. Вот так выглядит сад. Он поломала у польки ветку. Сильный ветер был. Видите, на газоне лежит. Надо обрезать. Розы я не черенкую, потому что мне уже сажать их некуда. И заказывать, наверное, больше не буду. Хотя сегодня открываются ночью каталоги многие в питомниках. Кто хочет розы заказать, не пропустите. Всего хорошего!